Ну что же, господа, давненько у нас не было Хоечки на канале, и я вот он вернулся, чтобы сыграть и выжить за Чехословакию. Хойки опять в какой раз? Но на этот раз с новым дополнением. Вот здесь будет где-то название, я не знаю, как оно называется, но в целом, я думаю, будет интересно посмотреть, что я смогу сделать из этой Чехословакии. Смогу ли я выжить против нового рейха за новую Чехию, или я ее к чертям развалю. В любом случае, какой бы результат у нас этой партии не получился, желаю тебе приятного просмотра. Лайк за то, что наконец-таки спустя больше месяца на канале Хоечка выходит. И жду твои комментарии, дружище. Помогает продвижению ролика. Приятного просмотра. Ну что же, добро пожаловать в Чехословацкую республику. Управляет нами Милан Гаджа, дезорганизованный министр иностранных дел, старый аграрий. Есть у нас гаранты безопасности. В целом неплохо, неплохо. Видно, что страна хорошая, перспективная, можно двигаться. Я еще не заходил, не смотрел, ни дневники, ничего по национальным фокусам. Единственное, что я знаю, что это дополнение сделано с каким-то модером. То есть, по идее, должно быть нормально. Создание коалиции, и еще у нас есть восстановить Чехословацкий легион. Как я понимаю, это у нас промка, армия, будем все миксовать. Ни хера себе, как говорится, тут миксовать надо. Ладно, давайте пройдемся по политике. Что тут у нас самое интересное? Воззвать к замку, обратиться к знати, восстановить монархию. Дай угадаю, придет очередной Габсбург, да? Я правильно понимаю. Притязание на богемской короны. Также можно объединить фашистские партии, наследие Атакара, потребовать Истрию. Кстати, можно несколько выбрать. Можно полную капитуляцию, работу с Третьим Рейхом, агрессивную внешнюю политику. Также у нас еще есть возможность создания коалиции. Коалиция, это, я так понял, со всеми подружиться, вот с Тито подружиться и так далее, да. Короче, на самом-то деле, коммунистическая ветка, кстати, что тут, дополнительные средства из города Москва, фракция Готвальда, но тут на самом деле, как будто, понимаете, путь очень маленький за коммунистов. Не, ну, в принципе, неплохие бонусы я здесь вижу, ну, типа, прирост политики всегда нужен будет, но, честно, мне кажется, тут огромный упор сделан именно либо на вот эту вот монархии, либо вот эту веточку, вот самая большая ветка, это мир для нашего поколения, страж Центральной Европы. Вот, короче, будем разбираться. Что ж, давайте сразу воззвать к замку. Замку в Чехословакии принято называть обширную сеть влиятельных организаций и людей, поддерживающих президентов. Погнали, посмотрим, что это нам даст. Также давайте разберемся сразу с внешней политикой и с нашими исследованиями. Во-первых, надо промочку обязательно изучить. Промочка — это будущий наш ключ к выживанию, победе над злостными врагами. По свободным военным заводам у нас танки строятся, которые мы не будем использовать, понятное дело, потому что они нам нахер не нужны. Также у нас еще тут есть пушечки, даже самолеты. Ну да, я пока что думаю, сильно распыляться промкой не будем на это дело. Я думаю, по базе сейчас пройдем. Нам очень важно сейчас пехотки поднакопить, допки и артиллерии. Это для нас сейчас первостепенная задача, а там как пойдет. Касаемо строительства, по строительству, наверное, я буду миксовать у нас фабрики, военные заводы, по той причине, что у нас инфраструктура очень развитая, Центральная Европа, как никак. В принципе, можно позаниматься и вот таким вот самодурством. Ждете крутые релизы? Road to Восток, Replaced или Прагмата. Все эти игровые новинки уже можно купить на Купикоде. А главное, теперь пополнять Steam можно вообще без комиссии и с моментальной доставкой. С подпиской Купикод Премиум вам больше не нужно отдавать 10-18% с каждого пополнения. Платите фиксированные 300 рублей и пополняете баланс под чистые 0%. Деньги залетают на аккаунт за считанные секунды. Подписка, кстати, супер гибкая. Ее можно приостановить 2 клика или вообще отменить и вернуть за нее деньги. Сервис лично отвечает за ваш заказ, а его качество проверено уже более 30 миллионов раз. А может, вы хотите забрать сразу готовую игру? На Купикод огромный выбор новинок и бестселлеров. Покупайте выгодно ключом или гифтом даже те тайтлы, которые заблокированы в вашем регионе. А для постоянных клиентов тут есть кэшбэк с покупок и регулярные крутые конкурсы. В общем, не теряй время. Переходи по моей ссылке в описании, вводи мой промокод и получай дополнительные скидки на пополнение Стима, покупку игр и подписок. Как вы понимаете, сегодня я собираюсь сделать Чехословакию более-менее нормальной такой ведущей державой, то есть отдавать какие-то свои территории и прочее я не хочу, я не желаю, поэтому если даже нас будут заставлять на историческом фокусе там кому-то сдаться и прочее, мы, как говорится, не будем этого позволять делать. Расформируем танковые дивизии, через них мы сегодня играть не будем, а их, кстати, эти танки можно выставить на продажу. Получить дополнительные приколюхи было бы очень здорово. Великая депрессия не принесла нашей стране ничего хорошего.
хорошее ни в экономическом, ни в политическом плане. Мы тонем в огромном количестве региональных, экономических, политических проблем, которые, судя по всему, будут только усугубляться, несмотря на наше фантастическое восстановление после кризиса. Получен доступ к решениям, которые позволяют нам удалять негативные модификаторы со своих национальных территорий. Дай угадаю, а у нас вся Словакия негативные модификаторы, да? Ну конечно, конечно. По поводу решения, охренеть тут решение. Разделенная нация, тут очень намного политики придется тратить с вами, как я вижу. Короче, здесь тоже нужно будет нормально так поиграть, позадротить, скажем так, поизучать. Программы фортификации у нас сейчас идут также. Дополнительные инвестиции в экономику, будут убираться разные дебафы, там социальное неравенство и так далее. Стремиться к интеграции, образовательные программы. Ну, короче, практически во всех наших регионах страны есть какие-то экономические, даже, скажем, социальные проблемы, их надо решать. Обращаемся к знати, пойдем через путь монархии, потому что монархия в хойке и имба, не знаю почему, но разработчики, видимо, вместе с мододелами прям дрочат на монархию. Бля, уже в какой стране можно привести монархию, получить кучу бонусов за царя, за императора и просто всех херачить, всех уничтожать? Обратиться к знати, фокус национальный выполнен, у нас пропали ненужные ветки, это замечательно. То, что они самоочищаются, это просто охеренно. Давайте немножко по промышленности сейчас пройдемся, здесь получим разные бонусы. Время есть, время еще позволяет нам подготовиться как следует. Опять же говорю, играю в первый раз и впервые за долгое время хойку. Такой вот разговорный с вами формат, надеюсь, он вам нравится. Если вам нравится именно такой формат, а не где я там озвучу что-то, то лайки, подписки, комментарии будет классно послушать. Фокусы национальные скипаются очень быстро, потому что время также быстро летит. Словацкая стрела проложит план центральной Богемии, сбалансированное промышленное исследование. Приоритеты Шкоды. Кстати, у нас здесь есть уникальная механика какая-то, приоритеты Шкоды. Здесь тяжелая промышленность, здесь можно менять, да, и как я понял, устанавливать первый уровень оптимизации. Сейчас у нас тяжелая промышленность идет, ну, можно бронетехнику, даже флот можно выбрать, прикиньте, корабли от Шкоды, ёпарный театр. Здесь мы получим акклиматизацию, государственная программа вербовки населения. Короче, будем готовиться к самому страшному, что вскоре может произойти. Подготовленная армия. Что нам дает подготовленная армия? Модификатор стабильности, скорость создания укреплений, скорость восстановления укреплений, а не подготовленная, наоборот, все херовее. Как залагало, слушайте, нифига себе. Но это уже база для игр парадоксов, ребят. Вот ты когда решение какое-то нажимаешь, политику вот эту заходишь, все, игра в 0 FPS работает. Это было еще с дополнением на Афганистан, если помните, так они это не пофиксили. Смотрите, если мы возьмем Йозефа Розавича, это прирост политической власти, ежедневная поддержка фашизма. Нахер это нам надо? Давайте Тито возьмем. Сотрудничество со словацкими чуваками. У нас страна должна быть объединенная перед общей угрозой. Немцы нам не братья. Немцев надо уничтожать, если они придут к нам домой. Ну, понятно. Дивизии, конечно, говнище полное. Будем использовать 14 ширины фронта, плюс очень много разных дополнительных рот. Это у нас основные такие дивизии будут, поэтому будем стараться через них играть. Следующий национальный фокус — это у нас сотрудничество с ЧНП. Также заходим в политику и посмотрим, каких политиков мы впервые можем взять. Йозеф Тито, Эдвард Бэш. Мы военную экономику ничего здесь поменять не можем. Можем единственное, что взять специалиста на оборону. А по политикам: капитан индустрии, словацкий националист, министр почты и телефона, просоветский дипломат, прихвостень Бенеша, министр иностранных дел, активист за права женщин. Кстати, прирост политической власти неплохой. Давайте возьмем Малайса Тучного. Смотрите, почему я его буду брать, потому что он нам дает усиленную подготовку к армии. То есть скорость пополнения 2%, координация 2%. То есть какие-то бонусы на армию — это уже хорошо, учитывая, что против нас будет усиленный Третий Рейх. Изменение правительства сделано. Давайте в политику дальше пойдем. Стремление к интеграции здесь возьмем. Везде надо брать стремление к интеграции. Еще стоит помнить, что на нас Третий Рейх будет нападать сразу с нескольких сторон. Возможно, стоит заняться тем, чтобы по-быстренькому как-нибудь подчинить себе Австрию и Венгрию, чтобы быть, скажем так, более выигрышной ситуации перед Третьим Рейхом. Но опять же, посмотрим, как это все дело пойдет. Проект по строительству укреплений завершен. Отличная работа. Молодцы, красавцы. Восстановить монархию. Поддержки партии Дом Шварценбергов. Это не... Все, извиняюсь. Это не наши
бургеры, это вообще другие ребята. По поводу конных дивизий нам здесь вообще не нужны будут, поэтому мы их заменяем. Горные дивизии по шаблону я хочу посмотреть. Шаблон неплохой у них. В целом, вот эти все дивизии, ребят, я их удалю, потому что они мне не нужны. Опять же, цель этого ролика, ребят, выжить против Третьего Рейха, постараться усилиться, постараться стать ведущей страной в Европе, да и посмотреть новую страну в деле, потому что за Чехословакию я люблю играть, играл за нее очень много раз. У меня в целом формат выживаний начинался с того, что я играл за Чехословакию. Итак, кто у нас тут появился? Ё-моё, нихера себе, Карл VI Шварценберг. Бля, как же у нас еще много всякого тут говна с духом, это вообще ужас. Национальные фокусы, полуконституционная система, 70 дней пошли, тяжелые национальные фокусы. Давайте дальше, кстати, будем продвигаться по строительству. Я думаю, укрепления мы сами строить не будем, нахер они нам нужны, как говорится. А вот побольше заводиков в Моравии, Богемии, да и в Судетах. Че, мы Судеты, что ли, с вами собрались давать? Нет, конечно. По поводу новых дивизий начинаем подготовку развертывания новых подразделений пехоты. Прожимаем стремление к интеграции, прожимаем укрепление границы с Польшей. Зачем мне укреплять границу с Польшей? С Венгрией еще ладно, можно укрепить, потому что Венгрия это исторический друг Третьего Рейха, и скорее всего она будет воевать против нас. Я лучше, знаете, что сделаю? Просто третью программу фортификаций нажму на Судетскую область и еще сильнее укреплю нашу Судетскую область. Мне кажется, это намного как будто эффективнее было бы. Убираем отсюда артиллерию, ребята, как я и говорил, и ставим все наши дивизии подготавливаться. Да, будут терять снаряжение и так далее. Они и так подготовлены, но мне нужен опыт армии для того, чтобы делать уже новую армию. Так, смотрите, у нас начинается очень важный путь. Наследие гуситов. Ставка на католиков, притязание на земли богемской короны, восстановить дворянские титулы и восстановить таможенный союз империй. Разделить Германию, у нас потом открывается национальный фокус, битва за Силезию, Потрегу. Нихера себе, как быстро тут все происходит, я понял. И в целом неплохо. Флаг прикольный, кстати, у страны. Флаг реально мне нравится. И мы можем, кстати, себе взять кого-то. Вау! Вау! Посмотрите! Да, конечно же, это экономист, ребят. Ну, тут даже вопросов нет. Больше фабрик у нас будет в нашем распоряжении, больше всего. Начинаем создание также шпионского агентства. У нас здесь тоже уникальное сделали, красавцы. Так, у нас война начинается уже буквально через пару дней. Это неплохо. Сейчас будем воевать. И у нас, кстати, армия вообще не подготовлена к войне. Ну, там такие бонусы, конечно, что как будто нафиг они нужны. Содействовать усилению Венгрии, властитель Центральной Европы, наследие гуситов, восстановить дворянские титулы, таможенный союз. Вообще не нужная тема. Ставка на католиков, кстати, у нас есть. Включаем штабное планирование. Будем завоевывать мы с вами Австрию. Будем ее объединять, чтобы потом сделать ее национальными территориями. Идет у нас штабное планирование. Нападаем на Австрию. На автоплане мы ее должны с вами просто развалить. Должны мы прорваться под Вену. И, как мы видим, это происходит очень легко. Проходим дальше. Окружаем австрийские подразделения. И в целом война, можно сказать, на полпути к завершению. Пиздец! Пароходы, я вас люблю! Пароходы! Вы просто красавцы! Вот такое вот дополнение! Короче, произошел отшлет Австрии. Нихера мы с вами не успели. Потратили мы с вами около полгода просто в никуда. Потратили и солдат, и снаряжение. Короче, все потратили. И сейчас мы находимся в такой ситуации, что, походу, реально будем выживать. Не, я еще, конечно, попробую. Я еще, пацаны, попробую каким-то образом постараться создать союз против Германии. Но мне кажется, это будет очень тяжело сделать. Оружие никто не хочет покупать. Да что ж такое? Оружие не покупают. Разделить Германию. 70 дней прошло, Чехословакия объявляет войну Германии. А почему? Что, происходит в этой игре? Я не понимаю. Начинается сразу война, причем война начинается против меня. Никто не вступает против Германии в войну. Окей. Вот так, друзья, бывает. Даже ютуберы проигрывают. Что же, ребята, это у нас второй трай, как вы видите, и 26 июля 1937 года сейчас у нас на дворе. Я делал все те же самые, типа, действия, то есть те же самые дивизии, все то же самое. Те же самые национальные фокусы брал, только на этот раз я пошел намного быстрее в ветку экспансии за нашего Швайнштайгера. Дубль 2, как говорится. Пришлось, конечно, Iron Man перезапустить, пришлось заново играть, но ничего, время быстро летит, поэтому я особо в этом проблеме
проблемы не вижу. Что же, начинается у нас очередная война. Включаем вынужденное планирование и погнали разматывать наших с вами врагов. Наша задача сейчас с вами по-быстрому будет, пока у нас идет автоплан, вот это все дела, по-быстрому зайти и захватить Австрию. Чем быстрее мы ее захватим, тем быстрее мы станем ее, как говорится, присоединять. Пока что можно повыполнять всякие мини-фокусы. Идем до Граца, сейчас мы должны с вами захватывать Грац, наши войска уже заходят в Инсбрук, Грац упал, Инсбрук упал, все. Аллилуйя, Габсбургская Австрия стала нашим государством. Такая мини-победоносная война, как она должна была быть, до вмешательства в наши скрипты. Точнее, это мы вмешались в скрипты Германии, но все равно, это очень странно, когда я захватил всю страну в прошлом трае, и Германия такая: о, здорово, аншлюз, братишка, как поживаешь? Кончина Томаша Масарика у нас произошла, и по сути у нас игра сейчас, ребят, идет по-настоящему заново. Сразу национализируем все австрийские земли, потому что они богатые, они нам пригодятся, и продолжаем застраивать. Кстати, можно уже потихонечку начинать и застраивать в том числе Австрию, потому что Австрия теперь стала нашей территорией. По поводу сухопутной доктрины, берем с вами превосходство огневой мощи, обязательно превосходство огневой мощи, потому что мы с вами будем здесь использовать очень важную вещь, это инженерные школы, на инициативу и так далее. Причем превосходство огневой мощи нам поможет также защищаться более уверенно против нашего врага. По поводу наших дивизий, сейчас у нас производство вот в таком вот плане идет. 22 октября 1937 года у нас сейчас на дворе. Сейчас самая важная для меня задача — подготовиться к войне против наших с вами врагов. Если мы Венгрию сможем с вами сделать своей марионеткой, защищаться против Третьего Рейха будет намного легче. Как вы видели в прошлом трае, он меня пронес, поэтому что тут греха таить. Вот так вот бывает, ё-мо. Содействовать усилению Венгрии. Погнали на этот национальный фокус. У нас потихонечку готовятся новые подразделения, появляются новые заводы, которые идут на производство допки, наверное, допки и ПВОшки, потому что арты и так хватает, а вот с допкой и ПВОшкой, конечно, проблемы у нас большущие на данный момент, но ничего страшного. Заводы строятся, все строится, поэтому рано или поздно достроим. Как я понял, в новом дополнении надо просто играть на опережение. Чем быстрее ты там захватишь Австрию, чем быстрее ты там то-сё сделаешь, тем тебе на самом-то деле будет намного лучше, как я понял. Единственная проблема, я еще не понял в прошлом трае, когда я играл, ребят, где вы видели, почему у меня страна автоматом объявила войну Германии. Почему не я это сделал? Почему не я объявил войну? Почему мне не дали выбор, объявлять войну? Какой-то баг, недоработка или так задумано? Если знаете ответ, напишите в комментариях, будет интересно вас послушать. Короче, здесь мы берем лидера ЧНП, это 82 политической власти. Опа, что у нас произошло? Ивентики-то повыскакивали. Предотвращение раскола с чешскими рабочими, и Чехословакия, Венгрия соглашается на наши требования. Столкнувшись с серьезной угрозой, Чехословацкая Венгрия принимает наше предложение следовать общим курсом. Что мы делаем дальше? Дальше мы можем, кстати, немножечко усилить нашу Венгрию, но я думаю, пока что мы это делать не будем. Мы и так достаточно сильные стали, более-менее. Я предлагаю немножечко на этот раз уже позаниматься нашей армией. Пройти немножко веточку на армию, для того, чтобы наша армия хотя бы была более-менее боеспособная. Промку нам немножко сейвить то, что мы контролируем Австрию. Это на самом-то деле нехерово так нашу промку сейвит. У нас уже допка начала потихоньку плюс выходить с готовящимися дивизиями. Дивизии потихонечку можно выпускать и готовиться к, возможно, будущей войне с Третьим Рейхом. Больше брать я фокус на раздел Германии не буду, потому что это какой-то шизофокус, точнее не шизофокус, а фокус-тролль. Типа все тебе отказывают, и ты один остаешься воевать против Германии, усиленный, мощный. Ты такой: чё, как это произошло? Чё, почему, я, зачем? Расследование коррупции берем. В прошлый раз я этого фокуса национального не брал. Дополнительные инвестиции в экономику можно делать. Давай делать. Слушай, дополнительные инвестиции в экономику всегда нужны. Также на этот раз я не работал с фортификациями, то есть у нас уже март 1938 года, потому что они в прошлый раз мне особо-то и не помогли, будем честны. Если какая-то у нас проблема все же возникнет, будем просто делать всякие круговые линии обороны и пытаться как-то выживать, наносить максимальный урон Третьему Рейху. То есть сам элемент выживания-то никуда у нас и не пропадает. Продолжаем подготавливать новые дивизии, престиж военной академии. Погнали. Сейчас немножко пройдемся нашим национальным фокусом на армию, получим достаточно неплохие бонусы. Что тут еще можно взять? Выпускаем 10 дивизий, отправляем их сразу тренироваться. Таким образом мы будем повышать боеготовность наших подразделений, будем повышать себе опыт армии для того, чтобы брать первые доктрины. Но на этот раз я уже готов намного лучше, чем был в прошлый раз. И мне это, безумно нравится. На подкрепление максимальный приоритет стоит. Взяли мы
дополнительные бонусы. Что еще можем взять? Чехословацкая армия меняется на организацию, улучшение офицерского состава, уроки войны. Уроки войны пока мы брать не будем, а вот продвижение чехословацких офицеров можно взять. Дополнительные бонусы на армию, опять же говорю, нам очень сильно пригодятся. Так, третий рэк начинает оправдывать цель войны против нас, готовится он с нами воевать. Давайте посмотрим, что мы можем взять вот здесь. Тактика крупных подразделений, пехота Великой войны. Ну, конечно же, пехота Великой войны. Ну, что же может быть еще? Берем с вами пехоту Великой войны по артиллерии. Что мы будем здесь брать по артиллерии? А вот противотанковый фронт, который дает нам дополнительную укрепленность, это мы возьмем. Это для нас сейчас самое топ. Кроме этого, берем с вами командующего на скорость восстановления армии и готовимся, как говорится, к худшему. У нас Германия готовится воевать против нас, надо искоренять вот эти ячейки, как всегда в решениях все лагает, ё-моё. Ну, а как по-другому? Как по-другому? Пароходы не могут починить баг годовалой давности, ребят, поэтому смотрим в 1 FPS с открытой менюшкой. Решений. Знаете, что я думаю? Блин, нам не хватает солдат. Скорее всего, наверное, мы с вами сделаем вот так. Отпускаем Австрию как марионетку. С нее мы, конечно же, не получаем никакого промо, то есть мы теряем еще и ресурсы. Но это, как говорится, не важно. Главное то, что у нас сузится линия фронта. Мы будем получать дополнительные войска от наших друзьяшек по нашему блоку. То есть вот здесь венгерские дивизии, там будут еще и австрийские дивизии. В целом, я думаю, мы с вами готовы. Мастер обороны, яркий полководец, эксперт по зиме, сюда. 4, 3, 2, 1. Мы не сдадимся. Мы не сдаемся Третьему Рейху, отвигаем его требования. Сразу мы активируем с вами без промедлений вынужденную оборону. Но списывать со счетов его нельзя, так как мы с вами играем на элите, поэтому может произойти всякое страшное. Особенно вот в местах, где он пробивается, где у нас может быть нехваток снабжения. Чуть в будущем у нас еще с вами будут австрийские подразделения, еще венгерские будут приходить на фронт. Таким образом, благодаря нашим марионеткам, в принципе, мы сможем даже выжечь. Самое главное, не сдать ни одной провинции. Вот это сейчас самая главная для меня задача, потому что если я хотя бы сдам одну провинцию... Ну что, господа, война уже идет пару месяцев, как вы видите, третий рэк не переставает нас атаковать, но мы ему нанесли уже потери в размере 500 тысяч человек. Соотношение потерь 1 к 5, и они продолжают пытаться атаковать и пробивать нас в Люберцах. Вонючие люберцы, сколько они, блин, доносят нам проблем. Но это очень важный регион, и пробиться здесь врагу, ну, просто-напросто нельзя позволять делать. По поводу всего остального, мы должны сами закупать оружие, мы должны сами закупать ПВОшку, потому что нам ПВОшки не хватает, должны мы закупать допку. Короче, будем жить еще на экспортном снаряжении, вот поляки тоже готовы нам предоставить всякую безвозмездную нам помощь. Это очень здорово на самом-то деле. По людям немножко стабилизировалась ситуация, но все равно враг пока что атакует и атакует очень сильно, но мы стараемся держаться, мы стараемся каким-то образом даже выживать. Пока что на 5-й скорости все получается. Единственное, что надо иногда ручками управлять дивизиями, например, отводить их в Люберцы или в такие регионы, где сейчас идет очень серьезный прорыв. И в принципе можно еще... Да я не знаю, что тут делать, ребят, на самом-то деле. Ну, давайте возьмем поддержка творчества Марацева. Не знаю, кто это такой, не знаю, что за мужик, наверное, крутой какой-то. Давайте его возьмем. Так, инженерный корпус, кстати, можно здесь взять. Опыт армии от добровольца, подавляющая огневая мощь. Инженерный корпус берем. Короче, все, возможно, мы берем, чтобы с вами выживать. Единственное, что нам сейчас не хватает немножко командного ресурса. Потери врага близятся к 1 миллиону, но он своими постоянными атаками даже умудряется, ну, где-то нас продавливать, как вы видите. И продавливать достаточно неприятно для нас, я бы даже сказал. Мы делаем, понятное дело, ротацию, пытаемся сохранить нашу территорию непоколебимый, и враг, как я вижу, уже начинает потихонечку издыхаться. У него кончается снаряжение, у него кончаются люди. Прямо на ваших экранах это происходит, а значит, мы можем делать такие контратакующие действия. Например, вот здесь сделали, и вот здесь захватываем Гливицы. Гливицы теперь наш город, теперь это исконно чешская территория, немножко сузили, точнее расширили линию фронта. То же самое можно делать вот здесь, тут можно делать, проворачивать офигенные котлы, но до них пока еще рано, ребят. До них еще пока очень рано, потому что здесь нашим дивизиям тоже по снабжению очень и очень не густо. Ничего я не могу взять для политической
наши силы. Это печально. Поэтому, наверное, сейчас будем пока что без национального фокуса двигаться, по той причине, что мне надо поднакопить политку и взять немного более улучшенный закон о призыве. Потому что наш призыв сейчас очень маленький, как вы видите, не покрывает все наши нужные потребности на линии фронта. Венгры подготовили новые войска, отправляем их на линию фронта. Это уже 4-й, по сути, наш командир. То же самое мы делаем с вами и с австрийцами. То есть у нас уже дополнительные 5 дивизий на фронт улетучиваются очень и очень быстро. А вот, кстати, что мы можем взять: отчаянную оборону. Это войска нам дадут. Давайте, конечно, отчаянную оборону берем. Нам сейчас жизненно необходимы люди, солдаты, и поэтому я очень надеюсь, что мы сейчас получим их очень много. Еще и политки поднакопим, еще людей получим. Вообще, короче, сказка будет. На рынке как у нас дела? Поставки идут? Да, отлично. Поставки идут, все у нас более-менее гуд. Потери Третьего Рейха дошли уже до 1 миллиона солдат. Наши 157 тысяч. Третий Рейх продолжает упорно атаковать нас, пытаться нас пробить, уничтожить. Может, какие-то даже новые ачивочки получим, слышите? Ну, надо, наверное, всю Германию захватить по-любому, да какую-то ачивку мне выдаст, я прям в этом уверен. Пока что офигенно себя чувствуем, пока что побеждаем, точно, 100% побеждаем. Эксперта по пехоте берем командиру. Солдат становится у нас все больше и больше, и политическая власть тоже поднакопилась, а это значит, мы можем с вами взять расширенный призыв. Мобилизация резервной дивизии. Бля, я, прикиньте, не успел чуть-чуть. Ладно, давайте расширенный призыв возьмем и пойдем мы с вами дальше на разработку противотанковых орудий, потом подготовка рубежей для отступления и за родину в конце концов дойдем. Пока что по людям у нас все супер гуд. Третий Рейх окончательно вымотался, он перестал нас атаковать, а значит, это наш шанс воспользоваться этой оплошностью Третьего Рейха и попробовать пойти в некое подобие контратаки. Запрашиваем дополнительные войска у наших союзников. Без этих дополнительных войск, скорее всего, мы бы с вами, не хочу говорить такое слово паническое, но скорее всего бы даже проиграли. Начинаем локальные контратаки в разных местах на нашего противника для того, чтобы продавить его линию обороны. Город Бреслов наш, тут только единственная проблема: у нас слишком много войск здесь. Отлично, супер. Советский Союз объявляет войну Финляндии. Мы должны по-быстренькому закрыть вот эти котлы, которые у нас возникли с нашими врагами, нанести ему дополнительные потери. Слушайте, первый котел Чехословацкой Республики, около 10 дивизий было уничтожено у Третьего Рейха. Это замечательно, блин, я не знаю. Слушайте, но новая Чехословакия ощущается, как будто посложнее стало за нее играть, 100% из-за количества дебафов, там еще всякие восстания могут происходить и прочее. Но в целом я вам хочу сказать, что благодаря новой веточке фокуса выживать, возможно, стало даже проще. Вот, например, я пошел через монархию. Не знаю, как было бы, если бы я по хисту пошел, ребят, вообще не понимаю. Наверное, было бы немножко сложнее, а может еще легче. Может, за тебя там и Польша, и Франция, все союзники бы за тебя воевали. Я вот этого не знаю момента. Я пошел по монархии. Уничтожаем остатки нашего врага, который попал, опять же, в очередные окружения. Здесь также дополнительные дивизии Третьего Рейха. И таким вот образом методично мы перемалываем его армию. И улучшаем линию фронта. Улучшаем нашу линию фронта. Замечательно. Третий Рейх пошел в очередную самоупарывающуюся атаку. Запрашиваем дополнительные войска. Вот про них не стоит всегда забывать, потому что это дополнительные войска. Они пипец как сильно роляют. Искореняем здесь последние ячейки сопротивления. Что мы можем еще сделать? Например, я бы реквизировал поезда. Мне не хватает сейчас промки. Подготовка партизан еще возьмем. Это меньше потерь у нас от снабжения будет. Тоже очень-очень здорово. По поводу всего остального, на рынке сейчас у нас закупается снаряжение. Надо закупить еще снаряжение, потому что снаряжения действительно жестко не хватает. На 5 фабрик закупаем ПВОшки. Там под косарик мы закупим. Я думаю, этой ПВОшки хватит нам надолго. Попробовать взять под контроль Дрезден. Если мы возьмем под контроль Дрезден, будет вообще здорово. Но здесь он сразу ротацию делает. Одну провинцию выдавили с НПЗшкой, и все, на этом мы закончились, как говорится. Вот здесь, кстати, можно в хорошую контратаку пойти, немножко расширить зону контроля прифронтовую. Здесь с севера нас выбивает, но нам на самом-то деле уже немножко поплевать, потому что мы там уже всех особых успехов добились. Опа, смотрите, что у нас, ребят, с вами произошло. Нам срочно нужны вот эти войска. У нас нам в тыл начали заходить грязные румыны, скажем так. Я думаю, много дивизий для их сдержки нам не нужно, но вот эти 2 машинки можно тоже сюда перекинуть, чешские. Вот эту еще одну дивизию. Я думаю, 8 дивизий с каким-нибудь хорошим более-менее генералом, я думаю, должны нам помочь немножко поддержать вот эту вот линию агрессии наших врагов против нас. Берем с вами национальный фокус 3 короля, модификатор соотношения захвата техники. Наконец-таки мы это взяли, зашибись. Борщика мы взяли, ребят, это
очень здорово. Теперь мы будем захватывать очень много вражеской техники. Как же этого нам, черт побери, на самом-то деле не хватало. Ведутся боевые действия между союзниками и Италией. Также еще я очень сильно отвлекаю, как вы видите, войска Третьего Рейха и Италии. То есть на моей линии фронта тут тоже постоянные боевые действия происходят. Мне еще ленд-лизик посылает. Ленд-лизик вообще замечательно. Когда ленд-лизик полностью к нам дойдет, это значит, что мы сможем подготовить новые дивизии и значит, что можем перейти в полноценную контратаку. Три короля. Официально поддержав местные группы сопротивления, мы значительно повысим их боеспособность. Это привнесет пользу нашей регулярной армии. Конечно же, я согласен. Потихонечку заканчиваем мы с нашей национальной веткой фокусов на армию, и Третий Рейх уже от нас потерял 2,5 миллиона бойцов. Как же это жестко. Как же это жестко. Греки тоже дополнительное оснащение поставляют. Вообще замечательно. Захватываем Лейпциг, заходим в Лейпциг. Лейпциг теперь чешский город. Всегда им был и всегда им будет. Польша присоединяется к альянсу союзники. Ой, мы же не воюем с Советским Союзом? Не воюем. Это очень хорошо. То, что мы не воюем с Советским Союзом. Слушайте, румыны прорвали тут одну территорию, отправляем венгерских велосипедистов на помощь. А когда не отправляли? Можно еще пару пехотных дивизий сюда отправить. Зачем Советский Союз напал на Польшу? Подождал бы, посидел бы. Она бы сама развалилась, как всегда. Но нет, ну надо было мне поднасрать вот таким вот действием. Как я люблю за эту херню Хойка One Love с ее скриптами. Вот это что за херня, чтобы они тут бесконечно в Таруне, блять, истощались или что? Ай, дела. Ну это беда, ребят, это беда. Тут линию обороны уже никак не сделать нормальную, блин, человеческую. Тут придется чуть-чуть Словакии подотдать, скорее всего. Постараемся хотя бы вот так остановиться. Не всю Словакию отдавать. Давайте, ребят, на рельсах. На рельсах надо перетянуться. Ходим на территорию Венгрии. Венгрия нас тут помогает, спасает в этом плане. Нас откатили от Берлина. Хотя не, подожди, Дрезден контролируем, пока нормально. Пока там все более-менее замечательно у нас происходит. А в Гливице происходит прорыв, пытаются немцы пробиться. Я не понимаю, откуда у немцев столько сил. Их что, улучшили в последнем дополнении? Я просто помню, что вот 2 миллиона потерь ты им даешь, и все, они загибаются. Я им уже 3 миллиона потерь дал, они все никак загибаться не хотят. Я не понимаю, это рофл какой-то. Чем они там воюют? Какими мальчиками? Да, итальянцев мы пробиваем, замечательно. Здесь нам надо дальше просто зайти и сделать очередной котел. По идее делаем, все. Минус 3 дивизии Третьего Рейха, немножко Третий Рейх будет... Немножко Третьему Рейху будет похуже сейчас. Подходим мы уже к Берлину, ребят. Берлин надо уже потихонечку брать, потому что это важнейший логистический... Да какой логистический? Это в целом важнейшая трансмагистраль Германии, это важнейший промышленный центр. Пойдет Берлин, как говорится, там и Третий Рейх пойдет. Захватываем мы с вами Берлин, заходим. Берлин взят под контроль Чехословакии. Вот так вот в 41 году вот дошли до такого вот момента славы. Слушай, ребят, наконец-таки я дождался до прорыва союзных сил на территории, как вы видите, Бенилюкс. Здесь болгары привели аж 20 своих дивизий, чтобы тушить этот пожар. Но это уже о чем-то договорит. Американцев все больше и больше прибывает, а раз прибывает все больше и больше американцев, это значит, что победа близка, и мы, возможно, доживем до конца этой войны. Попробовать вот такую вот еще сделать махину. А, нет, уже душат, уже не дают особо пройти дальше, да? Ладно, отступим. Ничего страшного не произошло. С 3 сторон начинаем битву за Штеттин, которую нам нужно прям очень сильно выигрывать. Битва за Штеттин — это вообще важнейшая сейчас битва в этой войне. Она очень кровавая, как вы видите, но мы должны. Да, битва за Штеттин выиграна, мы восстановили снабжение, и мы разделили Германию, можно сказать, на 2 части. Койка очень старая игра, как же не хватает интеллектуальной линии фронтов. Я не знаю, чтобы они автоматически удалялись, когда там нейтральное государство, или хотя бы вот это сделать, уже будет Хойка намного, ну, не играбельнее, скажем так, намного интереснее, намного удобнее в плане микроменеджмента и всего такого. Включаем штабное планирование нашим войскам, включаем аккуратный план выполнения приказов и начинаем потихонечку пробиваться на территорию нашего врага. Теряем кучу солдат, но захватываем еще больше территорий. Начинаем уничтожение Третьего Рейха, помогаем где-то ручками, чтобы проходилось, чтобы атаки нашего великого государства. Но у нас сейчас очень сильная армия, ребят, я это уже говорил 100 раз. Скажу, наверное, еще раз, посмотрите на эти бонусы на армию. То есть посмотрите, ну, тут и организация, и скорость дивизии. Ну что же, штурм Штутгарта закончен, думаю, будет где-то в марте 43-го
года, и я даже в феврале, слышите, успели. Покажите мне его новую Кёнигсберг, что ли? Ну, Кёнигсберг, походу. Начинаем атаку до Кёнигсберга. Идем всеми силами, которые у нас здесь есть. Жалко, мне еще здесь союзники не помогают. Ну, благодаря чешским подразделениям, которые у меня здесь на фронте, каким-то боком даже удается выдавить здесь врага. Как только упадет Третий Рейх, как только исчезнут все его дивизии, это будет автоматом победа. Кёнигсберг взят под наш контроль, до капитуляции Третьего Рейха остается буквально процент, каким-то чудом он опять же живет, я не знаю как. Идем до Альштейна, германское давление на страны Бенилюкса, оказывается, какое давление на страны Бенилюкса. И наконец-таки Третий Рейх капитулировал. Италия тоже очень сильно обескровлена, Италия тоже очень сильно устала воевать, у нее очень мало солдат, у нее очень мало дивизий, очень много дивизий, и мы поуничтожали в котлах, и союзники там нанесли тоже огромнейший урон, несколько миллионов. Конечно, для Италии такие потери ощущаются намного серьезнее, чем... Захватили мы Венецию, проходим дальше к Болонье. Сейчас мы пока что полностью, как говорится, порхаем. Кстати, я здесь вижу, что особо нету союзных войск типа Великобритании или американцев на этой территории, так что я думаю, что всю возможную славу и, возможно, даже марионетку итальянскую мы заберем себе. Заканчиваем мирную конференцию, друзья мои. Королевство Чехословакия забирает 20 регионов. Мы с вами победили, мы с вами стали красавцами жесткими вообще. Кстати, Италия стала почему-то британской, и Румыния с Болгарией продолжают воевать. Не знаю, там, может, какие-то новые фишки подвезли. Болгария, кстати, вступила в альянс Коминтерна. Теперь мы воюем против всего альянса Коминтерна, но нам уже это нахер не важно, как говорится, ребят. Самое главное, что мы с вами смогли выжить и сделали вот такое вот великое государство Чехословакии. Еще и даже фокусов дохерища осталось. Ладно, благодарю всех за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, он тебе понравился. Если понравился, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и пиши в комменты там, ё-моё, что хочешь больше хоечки, больше всяких сценариев. Буду в такой вот подаче специально для вас делать. На связи был Искал. Каким-то чудом я не выполнил ни одного достижения, я хз. Но окей, ладно, может и выполнил. Давайте, ребят, всем удачи и пока-пока. Слава Чехословакии.